Сегодня у нас будет очень интересный эфир, который многие ждали. Наконец-то я созрела мысленно, духом, дабы провести с вами эту беседу. Так, ну что, мы уже в эфире. Хорошо меня видно. Напишите, как меня видно, слышно. Присаживайтесь поудобнее. Я тоже села, как видите, очень удобно. Моя любимая поза. Будем с вами беседовать. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, дорогие друзья. Может, даже чуть ближе подвину. Вот, пожалуй. Всем приветули, приветули. Приветули, дорогули. Виктория сегодня созрела для очень интересной лекции, поэтому присаживайтесь поудобнее. Пишите, как меня слышно, как меня видно. Я сегодня разлютовалась и буду говорить очень так, серьезно. Слышно и видно, да? Ну, замечательно, дорогие друзья. Мы с вами отдохнули, потренировались. Мы с вами много о чем общались на предыдущих прямых эфирах. Ну а сегодня мы будем говорить о любви и о нелюбви. Пишите обязательно комментарии, пишите вопросы. В конце лекции я постараюсь ответить на это. А сейчас мне нужно сконцентрироваться на разговоре, потому что такой серьезный разговор будет. Очень часто вы мне пишете, что Виктория, нарциссы любят только себя и больше никого не любят и не собираются любить. Дело в том, что себя они тоже не любят, я бы даже сказала, себя они ненавидят, очень сильно ненавидят. И то, что они чувствуют к себе, то они будут постоянно проектировать на вас. Давайте вернемся немножечко в начало, дабы у вас было представление, что такое нарциссизм и откуда они берутся, эти нарциссы. Красивые цветочки жизни в кавычках. Родился ребеночек, и ребенок еще не умеет общаться, не умеет осознавать правильно этот мир, и он улавливает эмоциональные вот эти импульсы от матери, вот эту обратную связь, эмоции, живость, улыбки, игривость, вот это все. То есть мама ему дает обратную связь. У нарциссов почему такая травма печальная? Потому что им вот эту обратную связь дали очень неправильную, искаженную. То есть там, где нужно было с ребенком пообщаться, проявить эмоцию, дали такую отстраненность, холодность, незаинтересованность, игнорирование. То есть человеку, по сути, не давали обратной положительной связи. И не сформировалась такая основа человеческой личности, не сформировалась не сформировалась душа. Вот. И, значит, вот эта нарциссическая травма к чему приводит? Приводит к тому, что вырастает ребенок, вырастает взрослый человек, который сожженной душой, грубо говоря. То есть человек, который не способен любить, не способен сопереживать, не способен на эмпатию, не способен ни на какие человеческие такие чувства, которые проживают обычные люди. Но когда этот ребенок растет, по мере взросления, он понимает, что с ним что-то не так, и он начинает учиться имитировать вот эти все чувства, которые он видит вокруг. Я сейчас, конечно же, буду говорить таким очень простым языком. Я хочу, чтобы вы поняли, что такое нарциссизм и почему нарцисса невозможно долюбить. Вы мне пишете, надо его долюбить,
понять, дать ему то, чего не было в детстве. Вот я его долюблю. Вот, ну, значит, слушайте. Что вас ждет? Значит, ну, вырос человек без души, человек с неразвитой эмоциональной сферой, то есть человек с садистическими наклонностями, человек склонен к лжи, они постоянно врут, там постоянные манипуляции, потому что им манипулировали. Давайте я вам так, знаете, пройдусь от начала до конца. Вы обязательно пишите вопросы в комментариях, обязательно пишите свои, рассказывайте истории, вот, потому что я читаю, отвечаю, очень часто отвечаю, если что-то такое толковое, поэтому обязательно пишите и рассказывайте истории, и даже вы можете прийти на мой канал в YouTube, мы сможем с вами договориться, и вы можете мне тоже рассказать историю какую-то из своей жизни. Истории с нарциссами абсолютно все одинаковые, абсолютно все одинаковые. Это патология мозга. И где бы ни жил нарцисс, в какой стране, а они во всех странах есть, причем в больших городах их концентрация до 30% в больших городах, а в обычных городах может быть 6-8%. То есть каждый из вас был знаком с нарциссом, может быть, сейчас, скорее всего, живет с нарциссом или встречается, неизвестно на каком периоде. Ну, давайте... ну и важно сказать, что в туристическую зону нарциссы прям валом едут, их там около 70%, это мировая статистика, потому что в туристических городах очень много ресурсов. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. Давайте я вам расскажу, что же вас ждет, когда вы будете познакомитесь с нарциссом. Нарцисс, когда начинает свое ухаживание, он, знаете как, он изучает жертву. Если сейчас им намного легче, потому что есть социальные сети. Я, допустим, очень часто вижу, когда меня атакуют нарциссы, мои подписчики. Среди моих подписчиков, конечно же, много нарциссов, психопатов. Ну, их много везде. Это и женщины, и мужчины. То есть психопатия и нарциссизм, они не имеют гендерной принадлежности. То есть я встречала очень много женщин, нарциссов, психопатов, но об этом я расскажу в другой серии, мое общение с психопатками. Так что обязательно подпишитесь, следите за моими видео, которые я систематически выпускаю. Я даю массу полезной информации. Ну что ж, поехали. Значит, нарцисс решил, что вы ему подходите. Вернее, он сначала вас изучает по социальным сетям, если у вас есть социальные сети. Он видит ваши предпочтения, ваши желания, ваши, скажем, слабые места, сильные места, то есть он вас изучает. Потом нарцисс начинает атаковать. Ну, если у вас нет социальных сетей, может быть, где-то на работе, может, где-то на каких-то мероприятиях, может быть, там они везде могут быть, и в школах, и в спорте, и в кружках, и в компаниях, где вы работаете, и даже банально в трамвае или в поезде, ну, и в самолете. То есть их очень много на самом деле. Но сегодня мы будем говорить про личные такие взаимодействия и сконцентрируемся именно на этом разговоре. Я сегодня разлютовалась, поэтому буду так, в общем, чесать, четко вам жестко преподносить информацию, дабы вы мне больше не писали, что нарциссы никого не любят, кроме себя. Но дело в том, что они и себя не любят, там очень сильно нарушенное восприятие себя, там очень разрушенное эго, там очень низкая самооценка. Другими словами, там никого нету дома. Поэтому что происходит? Они очень умеют хорошо приспосабливаться и очень умеют хорошо
зеркалить, то есть они вас зеркалят и делают такую подстройку. Они зеркалят ваши качества характера, и то есть могут себя вести точно так же. Они изучают ваш язык тела, они изучают ваши предпочтения, то, что вы любите, то, что вы едите, и могут себя вести точно так же и точно так же, как бы, ну, то есть они даже вплоть до считывают, ну как, вот вы там садитесь ногу на колено, и они могут точно садиться. Вы как бы там меняете позу, и они могут точно так же копировать позу. То есть за этим очень интересно наблюдать, только в том случае, если вы владеете информацией о нарциссах, и вы можете наблюдать и контролировать вот это все. Значит, что будет дальше? Когда он вас изучил и уже осознал, кто перед ним, и осознал, что вы ему подходите, он будет, значит, ну, как бы просачиваться в вас, делать такое шоу, параллельно лавбомбинг оно называется в психологии, то есть он будет вас бомбить, проламывать границы. Они будут писать 24/7, и доброе утро, и как ты моя дорогая, и давай я тебя подвезу, и задаривать подарками, и комплиментами, и ты лучшая женщина в мире, я никогда таких не видел, ты мечта моей жизни, ты лучшее, что есть на планете, и все цветы мира к твоим ногам, все звезды на небе тоже к твоим ногам, и подарки, и ухаживания, комплименты, и поездки, и невероятные поступки. То есть это будет вас так будут преподносить к небесам, что если вы не обладаете информацией о нарциссах, вы так и подумаете, что вот, наконец-то вы встретили мужчину своей мечты, наконец-то вот небеса вам улыбнулись, снизошли к вам, и вот вам подарили встречу с этим невероятным мужчиной. Дело в том, что наша психика устроена так, что мы любим людей, похожих на себя. То есть если человек похож на нас, нам кажется, что он как бы из нашей стаи, что с ним все понятно, с ним будет легче, то есть мы начинаем его принимать, то есть мы начинаем расслаблять границы. Для них очень важно именно проламывать границы. Для нарциссов-психопатов, когда они проламывают границы, они присоединяются, и тогда уже можно вас использовать. Ну, значит, лавбомбинг. Остановимся на лавбомбинге. Я постараюсь в одном видео рассказать как можно больше, поэтому, чтобы втиснуться в эфир так довольно быстро, хочу уложить вам информацию. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И хочу напомнить, что нарциссы бывают и мужчины, и женщины. Женщин тоже очень много, катастрофически много женщин, нарциссов, психопатов. Ну а если женщина рожает такого ребенка нарциссичного, то что будет? Она сделает из него тоже нарцисса. Ну, то есть тут такой безысходность. Ну, или если его заберут, ребеночка, и дадут ему действительно настоящую любовь. Вот. С пониманием, с принятием, с безусловной любовью. Итак, поехали. Значит, вы прошли этап лавбомбинг. Он может длиться по-разному. Что я наблюдала, особенно здесь, к сожалению, ну или к радости, есть что есть. Когда я общалась с мужчинами, они мне всегда как-то через какой-то момент переписки, там они как-то следят, контролируют, они вот так на меня смотрели и говорят: 40 дней. Я думаю, что такое? Все мужчины говорят мне об одном, и так смотрят на меня: вкусно-вкусно. Это у них такой этап, что за 40 дней твоя психика уже привыкла, что ты уже поверила, ты уже привыкла, ты уже глубоко вошла в эти отношения, то есть ты уже на крючке, ты уже заглотила крючок, и с тобой можно делать что угодно. Начинается второй этап. Ну, значит, начинается уже, ну все, можно получать ресурс. Ради чего они все вот это делали? Ради того, чтобы получать свой садистический ресурс. То есть сначала будет такой маневр
Возможно, он уже был маневр иглой или холодный душ. То есть они делают такую мерзость маленькую, и если вы ее проглатываете, не заканчиваете отношения, а в 95% случаев вы не закончите отношения, потому что он может быть месяц, может быть 2 месяца, может быть 2-3 дня, но очень так бурно. Они даже в течение дня могут ездить в разные места, дабы ваша психика воспринимала это как ну, то есть как 3 свидания, знаете, завтра в одном месте, обед в другом месте и ужин в третьем месте. То есть это у них автоматически вот это вложено, то есть ваша психика будет воспринимать это как будто бы 3 свидания, то есть 3 свидания, ну а если вы уже встречаетесь на протяжении 3-4 дней, то у вас уже получается много свиданий, ну даже, и много подарков, и много свиданий, и уже, значит, можно. То есть, да, когда вы заглотили этот крючок, он наблюдает за этим тщательно, начинается уже второй этап. Второй этап начинается обесценивание. Вот. То есть что-то может такое произойти, он может пропасть, не звонить, не писать, или это может случиться после секса, то есть будет уже совершенно такое уже другое поведение, что вас очень дезориентирует. Вы уже входите в такое состояние немножечко нелогичности, неизвестности, неопределенности, потому что до этого это был другой человек, а сейчас что-то началось такое, ну, непонятное. То есть я это говорю из тех историй, которые я видела, которые наблюдала еще работая в Москве, потому что у меня были друзья, девчонки, нарциссы, и я вот это все говорю своими словами. Вот. Значит, какова их цель? Цель нарциссов вас оградить от друзей, от людей, от общества, оградить вас от работы. Они даже очень часто говорят: ты можешь не работать, я вот буду о тебе заботиться. Кстати, ни в коем случае не соглашайтесь, потому что такова цель нарушенных людей. Чтобы вас можно легче было использовать, вас нужно оградить от ресурса. То есть все твои друзья плохие, все родственники не то, они, кстати, будут ссорить, настраивать вас, то есть они будут настраивать их против вас, а вас против их. Это такая идет очень серьезная игра манипулятивная, и вы без определенных знаний ни за что не догадаетесь. Смотрите, давайте дальше. Водички глотну. Когда вы уже поверили в его любовь, когда вы уже прошли холодный душ, и у вас уже начинается такой морок, знаете, морок психопатический, потому что то есть вы начинаете быть погружены в этот морок, потому что очень часто проводят с вами такие экзекуции, погружают вас в газлайтинг, то есть делают из вас дуру, ты не так поняла, ты слишком чувствительная, ты все не так воспринимаешь, ты странная, ты то. И от вас, друзей, отгородили, то есть уже никто не может вам сказать, что что-то не то происходит, пожалуйста, разворачивайся, убегай, что-то не то происходит. С работы вас уже забрали, скорее всего, или просто вам дают там деньги, высылают, и вот таким образом вас, знаете, помещают в такой кокон. Он это делает не специально, вот эта система, вот эта болезненное, неправильное, искаженное восприятие мира и всего, это встроено в них, в их систему, ну, как бы, так функционирует их мозг. Вот. Вот, поэтому, когда вы уже, значит, зависимы от него, когда у вас нету друзей, когда вы, не дай бог, еще родили ребенка, никто вам не может помочь. Кстати, вам уже и не верят, потому что он перед друзьями выдает
себя совершенно за другого человека. То есть он с вашими друзьями и со своими друзьями, он одевает маску, а с вами дома он вас садирует. То есть получается, люди видят одну картину, а вы говорите другую картину. Параллельно еще идет очернение вас. То есть он, ну, я говорю, он работает сразу на всех фронтах, чтобы испортить вам репутацию, чтобы испортить ваши отношения с друзьями, чтобы испортить ваши отношения с родными, на работе, ну, то есть чтобы вас лишить поддержки со всех сторон. Вот так вот это все работает. От вас уже люди, как бы так, ограждаются, потому что вы начинаете себя странно вести, а у вас уже начинает, просто вы уже в этом мороке психопатическом. Вы понимаете, что-то не то происходит, но не понимаете, что это происходит. А это так работает уже морок. То есть уже, ну, как сказать, нарцисс превращает вас в себя. То есть вот в этом всем он живет сам, и он делает из вас нарцисса. Он будет выжимать из вас все ресурсы, абсолютно все, пока вы еще нормально соображаете, пока вы еще такая эмоциональная, живая, еще есть у вас ресурс, он будет с вами до тех пор, пока все не высосет. Знаете как, он вбрызгивает, как паук, в вас яд. И этот яд, он начинает вас разрушать изнутри. То есть вы можете болеть, вы уже абсолютно такая становитесь неадекватная, постоянно на эмоциональных качелях, которых он вас катает. То он вас любит, клянется в любви, это такой очень короткий срок, то он вас там может побить или там не дает деньги, ну, в общем, делает разнообразные психоэмоциональные насилия. И вы уже думаете, ну что такое, вот, ну где я не права, все так было хорошо. Вы вспоминаете ваш период любви, вы вспоминаете, что так было хорошо, классно, но что произошло, и вы вот в этом всем варитесь. А он, у его цель вас разрушить, то есть когда вот он впрыскивает этот яд, условно, да, вы начинаете разлагаться, ну вот как паук свою жертву, и он выпивает бульончик и все. Вот так же и тут, когда вы уже становитесь беспомощной, без ресурсов, без эмоций, абсолютно с разрушенной психикой, он тогда вас, ну, болеть уже будет, и он тогда отойдет от вас, потому что он уже будет искать другую жертву. Кстати, очень часто они ищут параллельно, а еще очень часто у них множество жертв. То есть, допустим, у женатых мужчин есть любовницы, которых они тоже поедают, а женщина верит, как там все плохо в семье и как он любит ее. Но, конечно же, параллельно он рассказывает, что ему не повезло с женой, что она его абьюзит, он искажает информацию, он может показывать переписку, где стертые смс, где он ее провоцировал, где он ее выставляет абсолютной дурой. То есть всегда нарцисс параллельно с тем, как он ведет ухаживание, и вот это все происходит, он ведет другую игру, он ведет игру на то, где он будет абсолютно портить ваш имидж и превращать вас в дуру. То есть это все идет параллельно, это работа бессознательно, это так работает их мозг. И здоровому человеку это все очень непонятно, потому что люди эмпатичны, а нарциссы, психопаты, конечно же, выбирают эмпатов, потому что ему надо. Боже, что такое? Это у меня от этого нос чешется. Видимо, пыль была, я потрясла. Видите как. И к чему это я все продолжаем, извините, дорогие друзья. И вот таким образом это все происходит. Постепенно, это все происходит не за день и не за два, это все происходит постепенно. Некоторые начинают делать вот эти жесткие серьезные напады, садизм, когда, допустим, рождается ребенок, и у него уже больше прав, и вы не можете ему дать отпор, вы не можете противостоять ему, потому что у вас маленький ребенок, и садизм начнется только, допустим, когда вот вы абсолютно зависимы от него. Ну так вот, какой момент? Момент такой, что
Я бы вам не советовала думать, что что-то вы как-то себя не так ведете. Конечно же, он полностью разрушил вашу самооценку за время взаимодействия с ним. Он полностью вас убедил, что вы сумасшедшая, что вы больная, потому что от постоянного газлайтинга, искажения реальности у вас уже действительно нарушилось восприятие жизни. И у вас нет поддержки, вам никто уже не хочет помогать, поддерживать, но на самом деле на этом этапе вам нужна очень сильная поддержка. Надо обращаться к психотерапевту, к психологу хорошему и выходить из этого состояния. То есть обязательно нужно уже идти лечиться, потому что вас уже съели, сломали, вам разрушили психику. Как сказать, то есть вы поверили, что вы ничтожность, вы поверили, что вы ничего не умеете, вы ничего не можете. Кстати, они это делают очень умело. У меня вот знакомая мне периодически звонит и рассказывает, как вот даже один раз включила аудио, и как он в течение 30 минут кричал на нее: ты ничтожество, ты ничего не можешь, ты без меня никто, ты абсолютно пустое место. Но это уже такое началось, когда она родила ребенка, конечно. То есть такое началось не сразу. Сразу они очень себя прилично ведут, и ваша семья в восторге, и ваши друзья в восторге. Но только человек с очень высоким уровнем эмпатии, который считывает энергию, который считывает язык тела, он может вам сказать: что-то не то, что-то не то, что-то не то. Вот я очень часто своим знакомым и друзьям ну, говорила, что что-то не то, что-то не то. Но это, тогда я еще не обладала этими знаниями, которыми обладаю сейчас, но я всегда говорила: что-то не то. Говорю, я не верю и этому человеку не доверяю, потому что я считывала энергию этого человека. Когда вы общаетесь с нарциссом, психопатом, у вас такое ощущение странное, это называется зловещая долина. Вот это ощущение возникает у людей, когда они общаются с роботами, потому что у роботов встроена система, они прекрасно отвечают, они эрудированы, они интеллектуально, ну, как бы там заряжены, там у них есть ответы на все вопросы, да, у роботов, но проблема в том, что у них нет души, и их вот эта эмоциональность такая скудная. Лицо очень интересно у нас устроено. У нас, смотрите, и глаза, как мы играем глазами, и мимика, и соединение мимики с глазами. Даже вот лицо очень интересно устроено, тут множество мышц. Вот, но когда вы будете общаться с роботом, эм, у вас будет такое странное ощущение. Это вы будете ощущать отторжение, отвращение и страх, потому что подсознательно вы будете понимать, что перед вами какое-то неживое существо, робот. И вот это то же самое вы будете чувствовать с нарциссом, психопатом. Не игнорируйте. Еще очень часто у них бывает такое состояние: я в депрессии, и они уходят в себя, там могут куда-то поехать или там не отвечать долго: я в депрессии. Варианта два, когда он так говорит, либо он в данный момент с другой жертвой, пока насыщает себя ресурсом, или же он в состоянии ничтожности жуткой. Они очень часто систематически впадают в состояние ничтожности, допустим, перед вами, ну, еще как бы на этапе знакомства, там, общения, перед вами он такой, знаете, как у него маска такого грандиозного, великого, всезнающего, интересного, такого востребованного, такого вау, вы думаете: вот это вам повезло. Это его маска. На самом деле есть его настоящее эго. Это маленький, очень раненый ребенок, нереально травмированный, такой, знаете, как весь искалеченный, искалеченный. И он очень хочет, чтобы его действительно любили. Но как только вы ему покажете любовь, вас будут уничтожать, вас будут отталкивать, он будет пропадать, исчезать на короткое время, на длительное время. То есть вот этими всякими маневрами вас будут уничтожать. Люди, которые долго общаются с нарциссами, они становятся такими, как амебами. Во-первых, набирают вес очень сильно. Во-вторых, они начинают болеть такими заболеваниями, как
рак, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, у вас нарушается работа эндокринных желез, потому что то есть, ну, эндокринная система вообще страдает, потому что, сейчас поясню, эм, когда вы с нарциссом, вообще, вот у нас какая система заложена? Если мы чего-то боимся, включается «бей, беги, замри». И у нас вырабатывается адреналин, у нас вырабатывается кортизол, да, во время стресса. Но вы же не бегите, не бежите, не убегаете, не деретесь, вы просто это игнорируете. А вот эти гормоны, они вырабатываются, и при длительном вырабатывании они начинают разрушать организм. То есть рушится все, начинают настолько рушиться прям целые системы. Может, просто вас начнет болеть, знаете как? Во-первых, могут выпадать волосы, ногти портиться, у вас может болеть тело. Вы не знаете что, но у вас болит тело, мышцы. Ну, то есть рушится организм. Это не просто как бы там у одного так, у одного так. Нету. С нарциссами женщины, которые живут долго, они не бывают здоровыми. У них либо абсолютно расшатана психика, либо полностью уже расшатано здоровье. И чем дольше вы с нарциссом, тем больше у вас вырабатывается. Ну, то есть, во-первых, вы сами превращаетесь в нарцисса, вы должны уже с другими, вы будете себя уже вести с другими людьми точно так же, как, допустим, ваш муж. Вы будете точно так же нападать, агрессировать, обесценивать, унижать. У вас будут все повадки нарцисса, потому что не бывает так, что мы живем с нарциссом и не набираемся этого. У каждого человека встроены нейроны, зеркальные нейроны, которые отображают тех людей, которые, ну, рядышком с нами, и вы будете точно такими же, какие, допустим, люди, с которыми вы общаетесь очень близко. То есть это доказано, ну, не надо как бы фантазировать, не надо что-то, знаете, как выдумывать, то есть факт остается фактом. Вот. У меня знакомая работает в Москве в клинике, в больнице, онкологической больнице. Вот, и она так и рассказывает, что 80% это именно партнеры нарциссов-психопатов. То есть именно организм уже настолько, знаете как, заражен ядом, он настолько отравлен, что включается система уничтожения. А что такое рак? Рак это и есть система самоуничтожения на самом деле. Вот, то есть организм, то есть просто человеку уже доказали, что он негодный, он ни на что не пригодный. Вы выучили абсолютную беспомощность благодаря нарциссу-психопату. Причем это очень интересно работает этот момент. Смотрите, где главная зацепка. Обратите внимание на то, что я вам сейчас буду говорить. Когда вы знакомитесь с нарциссом, психопатом, а многим из нас, то есть не дали вот этой любви настоящей в детстве, безусловной, такой классной, такой прям принимающей, что у вас есть мама, у вас она улыбается, она вас любит. Если вы что-то сделали не то, вас всегда поймут, на вас не будут орать. Большинство из нас глубоко травмированы, и смотрите, что происходит. Нарцисс при встрече дает вам вот эту безусловную любовь, которую не дала мама. Он вас вот так вот поднимает вверх. Просто он смотрит на вас, как вот мама на ребеночка, знаете, вот такими глазками любви. Он так на вас смотрит. Вы, кстати, это можете заметить на первоначальном этапе. И автоматом вы уходите вот в это детство, в состояние двухлетнего ребенка, как вас вот любили, даже еще там, не знаю, там трехмесячного ребенка, то есть вот младенца, вы впадаете в состояние младенца, как вот вас там любили, берегли, как вас там это самое лелеяли, вот это все, ну, как сказать, как бы вам хотелось, как надо. И вот он вам дает вот это состояние такой невероятной любви, нежности. Боже, все для вас, он смотрит на вас. Прям вот. И вы, получается, со взрослой позиции вы впадаете в состояние этого ребенка. Очень часто, ну, то есть там подарки, деньги, путешествия, все для вас. Весь мир для вас, и звезды для вас, все подарки для вас, все внимание для вас. 24/7, повторюсь, они очень дают очень много внимания в начале отношений. Глоточек воды, с вашего разрешения.
Это все я рассказываю со своим 20-летним опытом наблюдения и стараюсь рассказать все такими, знаете, простыми, доступными словами. Я уже настолько разжевываю этот материал своим подписчикам, что я уже, знаете как, взяла материал, как, знаете, разжевала еду, разжевала, уже приперчила даже, ну все, вам нужно просто глотнуть, просто внимательно послушать меня, осознать и глотнуть. И вот вы в это состояние вот вошли, в состояние беспомощности, что вы ничего не можете, вы нуждаетесь в любви, ну, вы маленький ребеночек, вы маленький ребеночек. И это здесь вот большая самая трагедия. Вы в этом состоянии, вот, он вас ввел в это состояние, да, а он уходит, а он начинает садировать, он начинает вас отталкивать, садировать, избегать вас, игнорировать, могут бить, могут просто проводить психоэмоциональные всякие экзекуции. То есть смотрите, какой момент. Вы маленький ребеночек, и вас отвергают. И у вас может такое случиться, вы впадаете в травму, понимаете, вы впадаете в травму, и вы начинаете цепляться за него, вам больно, вам непонятно, вы начинаете ему звонить, писать. Ну, то есть, если вы еще не живете вместе, упаси вас Бог, конечно, сходиться с этими людьми. То есть у меня просто даже я когда тренировала девочек в Москве, я наблюдала за этими шоу, но просто я тогда еще не знала о нарциссическом расстройстве личности, но я это все видела. Вот. Вот. Не буду отвлекаться. И теперь смотрите, когда, допустим, вот на этом этапе нарцисс начинает экзекуции, вам нужно просто отойти и начать долюбливать себя. Вот, вам нужно, что вам нужно? Я сделаю еще отдельное видео на эту тему, но сейчас коротко скажу. То есть вам нужно взять себя маленького, маленького и начинать себя любить самому. То есть забрать любовь и энергию от нарцисса, вы на него, все на него, он для вас был и Бог, и король, и все. И на себя взять. И вот что хочет маленькая Машенька? Машенька хочет конфетку. На, Машенька, конфетку. Что Машенька хочет? Машенька хочет игрушечку. На, Машенька, купи себе игрушечку там, любую, не знаю, какую-то красивую вещь, красивую чашечку, лак для ногтей, любое. Что Машенька хочет? Хочет покупаться. Пусть Машенька идет там, поплавает на море, или залезет в ванну и расслабится. Машенька хочет волосы постричь или маску, все для себя. То есть вы делаете абсолютно все для себя. 5 желаний в день минимум. Все для себя. И у вас начнется вырабатываться, простать нейронные связи другие. То есть вы нарциссическую вот эту вот этот морок вы будете покидать потихонечку, у вас будут прорастать нейронные связи. Нужна помощь терапевта, обязательно идите за помощью, обращайтесь к психологу, к психотерапевту. Почему? Ну, психологов сейчас много уже таких подкованных в этой сфере. Подберите себе такого, чтобы он тоже не был нарцисс, потому что еще очень много психологов-нарциссов, они будут на вас отрываться, знаете, как в глубине души радоваться. Обычно вы берете там винцо или встречаетесь с подружками, пьете пивко и жалуетесь. Подружка вам хочет очень помочь, но она не может вам помочь, потому что она не психолог, и, может быть, даже она не знакома с такими людьми, для нее будет это очень странно. Ну, то есть она не обладает информацией, чтобы вам помочь, но она будет вас как-то всячески поддерживать, но это не работает. Вы еще дальше будете просаживаться, знаете. Первый признак, по которому понять, что перед вами абьюзер, в первоначальном даже знакомстве вы начинаете о нем очень много говорить, спрашивать, говорить, рассказывать подружке. То есть вот это первый признак, что перед вами нарушенный человек, психопат, нарцисс, вы начинаете очень много о нем говорить. Если вы знакомитесь с нормальным мужчиной, такого не происходит.
Все очень так спокойно, тихо, ваши чувства правильные, ваши эмоции правильные. Но когда вы знакомитесь с нарушенным человеком, вы о нем начинаете очень много говорить. Почему? Потому что вы подсознательно чувствуете, что что-то не то. Вы подсознательно чувствуете какую нелогичность, неопределенность, и начинается вот это, я себя очень ловлю на этом, начинается такой диссонанс. То есть, допустим, вы видите одно, а ваше подсознание говорит о другом. Вот верьте подсознанию, потому что подсознание имеет миллионы лет, да, это накопленная такая информация, и нужно к этому прислушиваться. Вы же можете повестись, вот он там подарил мне кольцо, цветы, ля-ля-ля, побил, а потом кольцо. Есть такие женщины, мне рассказывают, побил, избил, присылают мне фото с синяками, потом ей дарят кольцо, и она такая, фу, ну вот же, может быть, он поймет. Нет, это вот эти моменты оттепели будут, потому что он же не может только садизм проявлять, понимаете, он же хочет, чтобы вы все-таки отношения продолжались, потому что вы для него ресурс, и он не хочет потерять ресурс, ну знаете как, что такое ресурс? Это секс, забота, психоэмоциональная ваша еда, то есть психоэмоциональное ваше состояние, то есть вами просто питаются вашими эмоциями, вашей жизненной силой, вашей психикой просто живут. Не вы живете вашей психикой, а другой человек живет. Нарциссы может быть ваша мама, контроль, под видом заботы, газлайтинг, невероятные манипуляции, там всегда манипуляция идет. И я бы, брат, папа, кто-нибудь из подруг, кроме вашего мужчины, это могут быть люди, кто-нибудь на работе, коллега, босс. То есть нарциссов очень много. И они, конечно же, стремятся туда, где есть власть, где есть какие-то занимающие позиции, то есть их очень много в управлении, их очень много среди в органах, их очень много в политике, их можно встретить среди бизнесменов, которые владеют своими компаниями, среди адвокатов. То есть они там, где есть власть. Потому что сейчас очень важные вещи скажу. Человек, который не может руководить собой, он обязательно идет туда, где он будет руководить другими. То есть это он так смещает вот эту ущербность, то есть он руководит другими, и он как бы фокус внимания смещает вот на вот это, потому что если он останется наедине с собой, он встретится с абсолютной ущербностью, с абсолютным ничтожеством, с абсолютной пустотой, и это для него очень страшно. Поэтому заметьте, что нарушенные люди, они не любят быть одни, они всегда с кем-то, то ли с партнерами, то ли с друзьями, то ли где-то еще руководят. То есть это те люди, которые ненавидят одиночество, потому что они во время одиночества сталкиваются со своей ущербностью. Вот. Ну вот такая сегодня интересная лекция, на мой взгляд. Я выдала ту информацию, которую, скажем, видела, накапливала за многие годы, наблюдаю и наблюдала, и, в общем, еще буду наблюдать, потому что этого много. И, пожалуйста, будьте осторожны, прислушивайтесь к своему языку тела, потому что к своим чувствам, потому что наше тело, оно умнее, чем наш ум. Понимаете, подсознание, оно имеет очень большой опыт. И вы можете, вот вы знаете, как подсознание сказала, опасность, но вы скажете, ну ладно, ничего, но мы же, то есть не игнорируйте, нас учили вот это игнорировать, нас вот эту систему погубили. Свои чувства у нас погубили, стерла, это над этим работают и дома, и в семье мы могли пострадать, и в школе, где тоже проводили экзекуции, насилие какое-то, то есть там, да, ну, я думаю, что вы многие видели об этом, ну, как бы встречались, то есть так вот. Вот такие вот дела, мои дорогие друзья, вот такую я вам выдала информацию, 35 минут наговорила без остановки. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Всем привет!
Да, среди учителей действительно их очень много. Среди учителей, среди хирургов много психопатов, потому что они не чувствуют, чужую боль, они спокойно себе режут, там делают. Да. Да, я понимаю, Лилия, то, что вы сказали. Очень много психологов-нарциссов, да. Среди медийных личностей действительно. Даже вот, Моргенштерн, который, там сейчас лечится от зависимости наркотической, он и сказал, что, ну, он же ж там среди них, постоянно в тусовке, он и сказал, что там просто все, без исключения, все вот эти актеры, там просто только есть несколько человек здоровых. Ну, вот Хабенский, очень такой, ну, классный, прикольный чувак, и я думаю, что по поступкам вы видите. Но 99% вот эти все люди шоу-бизнеса, это абсолютные нарциссы, психопаты, абсолютно травмированные, и вот они живут тем, что, ну, вот как бы. Да, щитовидная железа, да, да. Скучно. Лилия Задорожная. Мой постоянно говорил, что мне скучно. Да, кстати, вот спасибо вам, что вы написали это. Из-за того, что у них, пустая психика, неразвитая психика, им действительно скучно. Поэтому, как они развлекаются? Из-за того, что у них нет доступа к позитивным эмоциям, ну, мы там, допустим, пошли, побегали, поплавали, там позажигали, посмеялись, поржали, то есть, там что-то сделали элементарно, я не знаю, я там могу какие-то поделки сделать. Ну, у каждого из вас свои, предпочтения, свои там, моменты, как вы радуетесь, там друзья какие-то у вас, там хобби, ну, у каждого свое, правильно? Вот. У них пустая психика, нет доступа к положительным эмоциям, то есть им нужно сделать какой-то садизм, насилие, столкнуть людей, наговорить на кого-то. То есть они вот все время варятся в этой деструктивности. И они, конечно же, будут погружать партнера в эту деструктивность. И из прекрасного человека, классного, живого человека они могут сделать через какое-то время абсолютно неравновешенную, психически нездоровую личность. Выжать из нее все, вытрясти, то есть они съедают человека, они полностью разрушают. Если вас уже разрушили, из вас нечего качать, они вас оставят. Либо вы сами уйдете, там уползете, если еще двигаетесь, уползаете, вот прям ползите просто в сторону психотерапии или тренируйтесь вместе со мной. У меня тренировки на моем другом канале бесплатные, то есть бесплатные, понимаете? Я уже настолько много всего, пытаюсь сделать для женщин, столько ужасов, происходит в мире, столько всего страшного. И, кстати, обращайте внимание, да, им действительно очень часто у них скука. То есть я, допустим, здоровый человек, но вот мне, вот честно, мне не бывает скучно. У меня столько занятий, мне не хватает суток. Я так хочу много всего сделать и вам показать, и что-то связать хочу, и сделать видео, и приготовить какую-то информацию. То есть мне просто, ну, мне не хватает. Я все время живу в состоянии, что мне не хватает времени для того, чтобы я могла себя реализовать. И у вас какие-то запросы, мне хочется ответить, и мне хочется сделать видео, потому что я обладаю информацией, но только 24 часов в сутках, и 7 из них нужно хотя бы поспать, чтобы восстановиться для дальнейших действий. А им скучно. Они, кстати, очень часто, психопаты, мало спят, они просыпаются, там могут просыпаться в 4-5 утра, потому что у них так сильно работает, знаете, психика, и они восстанавливаются так, и им нужно что-то делать, контролировать, им нужно контролировать, ничего ли не произошло за это время, может быть, пока он спал, что-то, какое-то нападение на него случилось, что-то произошло, то есть они вот в этом постоянном аду. Контроль, ложь, то есть вообще нарцисс, я бы не советовала к ним относиться легкомысленно, потому что нарцисс это психотик. Что такое психотик? Посмотрите, вот прям можете после того, как я закончу эфир, открыть в Гугле, в искусственном интеллекте, спросить, что такое психотик. Параллельно
вот это состояние граничит его с шизофренией и паранойей. То есть, ну, они большинство шизофреники просто в такой скрытой форме, они большинство параноики. Кроме того, они еще латентные гомосексуалисты. То есть я в Москве знаю, допустим, достаточно мужчин, которые живут с семьями, но при этом у них есть мужчины-друзья. Жена только для того, чтобы фасад поддерживать, такое святое слово «фасад». Ну, а там детей рожать, кормить, то есть чтобы был фасад, потому что он занимает какую-то позицию, должность, он там директор чего-то, и ему нужно, чтобы было все правильно, у него есть жена, дети, а он спит с другими мужчинами, да, у него связи с другими мужчинами, вот, и значит вот такая ситуация. Э, Да, то есть это вот их такое, кстати, очень часто можете понаблюдать, что у нарциссов есть очень много друзей, симпатичных, классных, таких ухоженных, таких вот, и они очень любят своих друзей, они действительно любят, они с ними совершенно другие, они с ними такие, ну, вот такие классные, а придут домой, рожа кирпичом, и они будут начинать свою программу по уничтожению вас. И вы пытаетесь друзьям что-то рассказать, но они не верят, потому что там другое лицо. Понимаете, там другое лицо. И это такое, знаете, это безысходность, на самом деле, это, ну, если у вас, допустим, пограничное расстройство личности, вы пограничники, тоже посмотрите, что такое люди с пограничным расстройством личности, то вы будете подходить нарциссу. Кстати, нарциссы и пограничники очень подходят, потому что у них очень похожее функционирование психики. Знаете, как сегодня люблю, завтра ненавижу, сегодня тепло, завтра холодно. И вот в этом они, кстати, очень сильно сходятся. Поэтому даже я знаю достаточно пар, где мужчина-нарцисс, женщина-пограничник и наоборот. Ну вот видите, каждый может себе найти пару в этом мире. Вот. Так что вот такие дела. Самой понравилось, как я сказала все в этом видео. Вот, мои дорогие, спасибо вам за поддержку, спасибо, что вы со мной. Да, 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 Ольга, действительно, Ольга написала, что 20 лет назад не было YouTube и не было столько информации на поверхности. Спасибо, что освещаете эту проблему. Ну да, знаете, я порой думаю, вот почему я говорю, вот зачем мне это? Ведь я на самом деле специалист в другой области. Я могу многие вещи делать хорошо, красиво. Вы знаете, что я еще тренирую, у меня есть люди, которых я тренирую онлайн. Я специалист по лечебной гимнастике с большим опытом. Зачем я вот это делаю? Вот у меня порой вот просто идет информация, вот идет, и я включаю камеру, потому что я хочу сказать. Я хочу выразить, вот это высказать, потому что столько боли вокруг, столько всего происходит жуткого, столько насилия. Ну вот недавно в Турции случился этот ну, случай, что мужчина, он, кстати, проходил, там даже вот в информации дается информация, что он проходил лечение на таблетках. То есть, значит, женщина должна знать, что он психически нездоров. И если он, живя с женщиной, будучи женатым, сказал, что я не хочу от тебя детей, не хочу, и ну, не верю, не хочу, то есть он же сказал просто, что он тебя не хочет, что он не признает, то есть человек нездоров, психически здоровый мужчина, он хочет детей. Но в плане как? Он принимает, он умеет любить. Понимаете, психически здоровый мужчина, он возьмет вас с ребенком, с двумя детьми, с тремя детьми, потому что это богатство. Нарциссы, психопаты, они ни себя не любят, ни вас не любят, ни этих детей не любят. Это ему все не надо. Ему нужен ресурс. Ресурс, чтобы жить, чтобы вот в эту пустоту, эту топку закидывать с утра до вечера ресурс. Ну, а что для него ресурс? Восхищение, похвала, ваша боль, какие-то там, не знаю, блага, секс, жрачка. Ну вот все вот это он должен насыщаться, все ему. Ну, это как бы любой человек устанет с ним, поэтому у них обычно много партнеров есть, много они как бы связи имеют, чтобы вот этот ресурс наполнять. И вот почему я вот это все рассказываю, потому что если я чувствую импульс, что я должна сказать, я включаю камеру и говорю,
если даже хоть один человек меня услышит, то я не зря вот это все говорю. Ну, а мне уже, знаете, какое количество, писем приходит с благодарностью. Так вы можете читать, вот не в комментарии люди все пишут: "Виктория, как мы вам благодарны". Вот там, не знаю, с разных частей мира пишут: из Турции, из России, с Украины, с Казахстана, с Германии, не знаю, с Европы, ну, вон. Эм, и поэтому я вот говорю, потому что мне идет, я могу передать информацию, я говорю простым языком, и вот у меня порой такое желание сказать вам, что я не могу. Вот смотрите, я вот села, очень люблю сидеть на полу, я вот села в простом, скажем, помещении, в простом таком положении, но для меня очень важно сейчас, что я вам скажу. А информация идет, я вам очень классно, на мой взгляд, выложила то, что я видела, то, что я чувствовала, то, что я наблюдаю и наблюдала, и буду наблюдать, конечно же, потому что сами нарциссы, они заражают других людей нарциссизмом. То есть если вы не прошли терапию, если вы жили с нарциссом и не прошли терапию, вы нездоровы. Вам нужно идти в терапию, послушайте меня, или хотя бы начать тренироваться. Под видео оставлю свой канал по тренировкам. Тренируйтесь, просто ходите, чтобы с вас выходил адреналин, чтобы ваша система гормональная налаживалась, потому что если рушится гормональная система, рушится полностью весь организм. Вот почему, собственно говоря, я веду свой канал, потому что мне есть что сказать на разные темы. Ну, я такой, видимо, проводник. Вот у меня идет энергия и информация идет. Спасибо всем, спасибо. Нина, Анна, Евгения, спасибо. Да, да, скрытый нарцисс — это еще хуже, потому что они могут быть очень долго в такой форме, знаете, как сказать, няшечками. Ну, то есть, допустим, первая женщина, с которой я познакомилась тут, она возле банкомата, что банкомат не работал, и мы с ней разговорились, говорю: ой, говорю, так мне нравится тут страна такая, так мне нравится тут жить. Она говорит: Виктория, я вот уже уезжаю, хочу сейчас продать квартиру и уезжаю. Я говорю: а что случилось? Она говорит: вот, жила с человеком, доказала, что он мне на протяжении многих лет травил ядом. Я доказала, полиция занялась этим вопросом, доказали, и посадила и его, и друзей посадили в тюрьму. И она продала недвижимость и уже, наверное, уехала, потому что это было в первый месяц моей жизни в Египте. То есть вот скрытый нарцисс, вот представьте, он с вами ест, занимается сексом, смотрит телевизор, готовит для вас еду, вы ходите, делаете покупки, покупаете. И вот он же для вас лучший друг, раз вы живете с ним. И он в это время думает: когда ты уже сдохнешь, когда этот яд подействует уже, чтобы я забрал квартиру, ну там квартира была, недвижимость, вот, чтобы я забрал квартиру и себе жил как хочу. И ему в этом помогали друзья, между прочим. Нарциссы дружат, и они очень часто дружат и объединяются, чтобы выжать из вас ресурс. То есть будьте внимательны. Спасибо вам всем, спасибо. Спасибо, что вы со мной. Татьяна, 15 лет никто не знал, о психопатах. Да, вот видите, как хорошо, что у нас есть YouTube, что у нас есть, другие источники информации, не только YouTube, Telegram. Сейчас уже об этом говорят везде, прям, во всех, информативных источниках вы можете найти информацию, книги есть, книги издаются, разнообразные. Вот, кому интересен фильм, посмотрите фильм. Кстати, запишите себе, есть очень хорошие фильмы. Французский фильм, такой не старый, называется "Манипуляции". То есть там очень такие красивые актеры.
2013 или 2018 год, называется «Манипуляции». «Манипуляции», французский фильм. Есть в переводе на русском, шикарный фильм, так что посмотрите. Есть фильм, тоже сыграли хорошо очень актеры, «Возьми мои глаза». Так и называется фильм «Возьми или забери мои глаза». Не, «Возьми мои глаза». Вот, очень хороший фильм, также по мотивам замечательной Анны Богинской. «Жить жизнь». То есть сейчас уже 2 сериала отсняли, там тоже очень детально, очень так интересно показывают, красиво, как играют, собираются нарциссы, психопаты, и как они разучивают жертву, как они разучивают, ну, что они могут с ней сделать, какие садистические методы они делают с человеком. «Жить жизнь», Анна Богинская. Есть этот сериал уже на Нетфликсе или, ну, поищите, где-то он есть. Вот, значит, первый фильм «Манипуляции», второй фильм «Возьми мои глаза». Вот. Потом очень видно хорошо «Мой король», тоже там такие известные актеры сыграли, тоже посмотрите. Ну вот, вам пока этого хватит. Только смотрите, пожалуйста, очень внимательно, потому что там нужно смотреть, как они, их реакцию на все. Это очень хорошо сыграли, кстати, актеры. Посмотрите на их вот эти всякие методики. Потом, если вы уже в отношениях с психопатом-нарциссом, послушайте книгу онлайн, там, ну, где-то вот они есть, вот прям в гугле наберите «Таня Танк, бойся, я с тобой». И вот она очень так детально, интересно рассказывает про общение с нарциссами, психопатами, про то, что вас ждет, очень, что делается с психикой, прослушайте. Потом, кстати, есть такой замечательный психотерапевт, доктор-психиатр Василий Бейнарович, и у него есть канал в YouTube, называется «Фауст 21 века». И он там рассказывает о злодеяниях, о убийствах, он рассказывает о самых известных убийцах во всем мире. Во всем мире. И в конце он ставит диагноз, и все 99% из вот этих преступников мировых, они люди с нарциссическим расстройством личности. То есть поэтому я бы не советовала вам относиться к этому как-то так легко, ну как-то так, знаете как, несерьезно. То есть по сути нарциссизм – это ложь постоянная, нарциссизм – это манипуляции, это постоянный газлайтинг, это желание превратить вас в дуру, и это склонность к преступнику. То есть нарциссы – это все потенциальные преступники, просто кто-то еще себя может держать в руках, он делает мелкие какие-то такие преступности, ну а кто-то уже, ну вот, например, как Чикатило, он приходил домой, работал учителем, очень был любящий, хороший такой, жена не верила, но у него там, по-моему, более 50 убийств зверских, то есть он просто пообщался с детьми, там, с женой, переоделся и шел хладнокровно совершать эти убийства. Но жена не верила, потому что, ну, действительно, это совершенно другая маска, понимаете? Поэтому вот что значит иметь дело с нарциссом, психопатом. И берегите себя от этих людей, не обольщайтесь. Очень обращайте внимание на то, о чем говорит ваше тело. Виктория Рахимова, да, и вы его любите. Ну вот, мы любим с вами вместе. Вот. Спасибо вам, Ника, спасибо. Подписывайтесь, делитесь с друзьями. Я действительно стараюсь как могу помочь. И даже мне вот написала там одна девушка, вот вы первая, кто соединили путешествия с психологией. Ну, потому что я это вижу. Я жила в Сочи немножечко с ребенком, я жила в Анталии 2 месяца. Ну вот была
Черногории. Сейчас живу в Хургаде, и у всех туристических городах есть специфика одна. Они очень привлекательны для нарциссов-психопатов, потому что нарциссы-психопаты обязаны, ну как они вынуждены искать свой ресурс. Вот. В туристических городах их больше, люди едут отдыхать, настроены на отдых, на покупки, на романтические свидания, на любовь. Ну вот, а нарциссы, психопаты тут как тут. Какая у вас история интересная, Татьяна. 15 лет назад в соцсетях ко мне прицепился немец, преподаватель в колледже, да. Быстро женился, сахарное шоу, сменилось адом, да. Но я, пожираемая 2 года, еле доползла из Германии до Минска. Да, сахарное шоу сменяется адом, очень жестоким. Я очень рада за вас, что вы, это самое, можете приехать в Хургаду, рассказать мне свою историю. Вот, дабы как бы помочь кому-то, предупредить женщин, потому что действительно их много и их будет еще больше. Это патология мозга, которая передается по наследству, и плюс неправильное воспитание в детском возрасте. Психопатами рождаются или становятся, но ученые спорят. Я думаю, они спорят, некоторые говорят, что это ну, психопатия — это вот там, когда открывали мозг на МРТ, не открывали мозг, а сканировали мозг, там проблемы в лобной части лимбической, в лобной коре головного мозга, в лимбической части. То есть, ну вот, посмотрите в интернете, там даже есть сравнение обычного человека и мозга психопата. Там проблемы в лобной, в коре головного мозга, понимаете, в лимбической части именно, там проблемы с восприятием, то есть это передается по наследству. Если вы вышли замуж за психопата, у вас могут дети или внуки родиться психопаты, и это совсем не весело будет, потому что, ну, так себе шоу, знаете, так себе счастье иметь детей психопатов или нарциссов, ну, то есть как бы они в любом случае пожиратели. И если, допустим, вы еще в ресурсе, вы еще можете руководить им, когда он маленький, там, в подростковом возрасте еще кое-как справляться, то когда вырастет ваш ребенок или внучок, то будете искать пятый угол. То есть ваша жизнь превратится в ад и садизм. Ну, как бы там ничего романтичного нету, поэтому я вас умоляю, дорогие женщины, прям склоняюсь перед вами с просьбой, что, ну, не фантазируйте. Дело в том, что, понимаете, сами фильмы, все то, что происходит в жизни, вот даже вот взять этого, ну, известного красавчика, да, господи, забыла его имя, представляете? Не, мне подписчики не простят, что я забыла имя самого красивого типа мужчин. Ну как же он? Ален Делон, да, но он же тоже был нарцисс. То есть все его жертвы как залипали, как они вот влюблялись вот в эту его холодность, отстраненность. Но он был успешен в своей карьере, конечно, безусловно. И вот он играл вот эти роли плохих мальчиков, вот эти, да. И, конечно же, фильмы очень повлияли на наших мужчин, до сих пор влияют. И вот сейчас есть такая тенденция, что вот такие ребята, вот такие успешные, прикольные, дерзкие, вот они такие классные, я с ним буду такая, ха, мы такие, как зайдем, ха. Вот. Быть с этим человеком где-то на людях — это одно, там в компании, но жить с такими людьми — это совершенно другое вообще. То есть там совершенно будет другая маска и совершенно будут другие разговоры. И вот на это, к сожалению, повелись
наши женщины. И фильмы делают для того, чтобы их смотрели. Они должны быть такими интересными, веселыми, но их не надо как бы копировать. Обычный человек в жизни, он, я бы сказала, довольно скучный. Знаете, настоящая любовь – это как огонечек. Оно вот так горит, горит, и знаете, как огонь? Он просто ровно-ровно горит, огонь. Таким спокойным, ровным пламенем, но без вот этих качель, вот это, ну, без вот этих эмоциональных качелей, изнуряющих экзекуций и так далее. Поэтому настоящая любовь – это спокойствие, это доверие, это свобода внутренняя и внешняя. Вас не контролируют, вам не искажают факты, вам доверяют. С настоящим человеком, с хорошим, со здоровой психикой вам просто будет хорошо, комфортно, уютно и спокойно. И я от всей души желаю вам всем, ну, как бы, не связываться с ними, набираться информации, дабы не связываться с нарциссами, с психопатами, с нарушенными людьми. А просто ждите своего человека, и он обязательно придет. Вот. Я же даже вот своим примером тоже, я же тоже жду, ну как жду, я занята очень сильно, но я очень буду рада встрече с хорошим человеком, которому я буду доверять, с которым я могу создать настоящие доверительные отношения, теплые. Так, ну что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Спасибо вам за все. Ставьте лайки, делитесь моими видео. Завтра видео будет уже на YouTube. Я загружу его обязательно. Сможете поделиться с друзьями, с родными, потому что есть женщины, которые сейчас только вот будут начинать отношения с нарциссом, они вам будут рассказывать и не верить. И если вы захотите их остановить, они скажут, что вы сука, что вы им завидуете. То есть на начальном этапе они вот в таком состоянии, что вы к ним не сможете достучаться. Отправьте мое видео, у меня на канале много видео, отправьте видео каких-то психологов и просто берите за руку подругу и ведите в терапию. Вот, если действительно вы ее любите, то человека надо спасать. Все. Ну, спасибо вам за поддержку, спасибо за то, что вы со мной, за то, что делитесь своими переживаниями, поддержкой, своей любовью делитесь со мной. Спасибо вам за все. Ну и до скорой встречи в прямом эфире, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь. Ну, видите, Виктория старается. Все, мои хорошие. Всех обнимаю, люблю и по пульке.